Сувалский коридор превращается в ключевую точку возможного конфликта между Россией и НАТО, пишет Bild. Запад наращивает силы в Литве, минирует границы и проводит учения, усиливая напряженность у российских рубежей под предлогом обороны. Автор статьи пугает читателей кошмарным сценарием, якобы Россия может атаковать территорию НАТО с двух сторон. Туман покрывает ярко-зеленые луга, по краю которых натянуты 3 ряда острой, как бритва, колючей проволоки. Здесь заканчивается свободный мир. Камеры следят за каждым шагом вдоль заграждения, за которым на знаке синего цвета красуется недвусмысленное предупреждение «Стой!». Государственная граница Российской Федерации, проход запрещен. Мы находимся в месте, о котором эксперты говорят. Если Путин нападет на НАТО, то именно здесь. Сувалский коридор, соединяющий Литву с Польшей, простирается всего на 65,5 километров. Он отделяет союзную Россию и Белоруссию на востоке и российский анклав Калининград на западе. Сувалский коридор – это не просто географический коридор, это стратегическое игольное ушко на восточном фланге, говорит генеральный инспектор Карстен Броер, главнокомандующий Бундесвера в интервью Bild. Контроль над коридором имеет решающее значение для обороны стран Балтии. Наша готовность обеспечить его безопасность – это четкий сигнал любому потенциальному агрессору. Путин может атаковать с двух сторон. В случае чрезвычайной ситуации Путин может атаковать территорию НАТО с двух сторон. Артиллерия с дальностью стрельбы 30 километров может обстреливать почти всю территорию. Тогда в Сувалском коридоре начнется ад. Если российским войскам удастся захватить этот участок, страны Балтии окажутся отрезанными от своих союзников по суше. Это кошмарный сценарий. Люди, живущие в коридоре, выросли с осознанием этой угрозы своему существованию. Придут ли русские? Когда они нападут? Что тогда станет с нашими домами? Многие люди здесь ожидают худшего, рассказывает продавщица Неринга газете Bild. Она работает в небольшом супермаркете в деревне Юнгинай. Это ее родина, из которой она не хочет уезжать. Я здесь родилась, поэтому привыкла к этому чувству. Я не боюсь, но знаю, что Путин придет. Я не ожидаю ничего другого. Глядя на лидера Кремля, канцлер Фридрих Мерц недавно заявил с необычной для себя прямотой: тот, кто серьезно верит, что Россия удовлетворится победой над Украиной или присоединением части ее территорий, ошибается. В четверг канцлер посетил Вильнюс во время инаугурации новой немецкой бригады. Зеленые луга и желтые поля рапса окружают деревни, такие как Юнгинай. Многие дома обветшали, и все же этот район имеет неоценимое значение для НАТО и для России. Мы не самая сильная страна, говорит Неринга. Поэтому мы рады, что получаем помощь от Германии. Немецкие солдаты дают нам чувство безопасности, и мы рады их видеть. Мы рады, что Германия здесь. Менее чем в получасе полета немецкие военные готовятся к чрезвычайной ситуации. В воздухе кружат вертолеты, сотни парашютистов бесшумно планируют, танки прорезают литовский ландшафт. В 2027 году здесь планируется разместить 5000 немецких солдат. На старом советском аэродроме недалеко от города Паневежис немецкий пилот боевого вертолета стоит в боевой готовности перед своим вертолетом «Тигр». Bild известна настоящая личность этого элитного военнослужащего, но из соображений безопасности в этом материале будет упоминаться только его позывной – Джилок. Если Путин нападет, Джилок будет первым, кто откроет огонь по российским танкам и станет мишенью. Мы все знаем, что нас ждут ранения и смерть. И я, скорее всего, буду первым, кто пострадает, откровенно говорит пилот «Тигра» Bild. Но когда речь идет о собственной родине, которая находится под угрозой, это совсем другое дело. К родине я отношу и территорию НАТО. Родина не начинается в Германии, родина начинается здесь, даже если речь идет о небольшом городке, который захватывают. Мы не можем этого допустить. Это как воспитание детей. Боевые вертолеты отрабатывают действия в чрезвычайных ситуациях. В низком полете самый маневренный боевой вертолет в мире атакует вражеские танки на передовой. Мы можем проникать в места, куда никто другой не может. Мы словно пожарные, которые прибывают на место в мгновение ока, объясняет Джилок. И если возникнет ситуация, требующая применения союзнических сил, пути назад нет. Чтобы до этого не дошло, Литва хочет заминировать границу с Белоруссией и Калининградской областью. Соседние страны, Польша, Эстония и Латвия, также объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.
На границах будут зарыты противотанковые мины на сумму $900 миллионов, чтобы в случае необходимости остановить армию Путина. 3 ряда колючей проволоки больше не способны сдержать врага. Время поджимает. В сентябре Россия планирует провести у белорусской границы военные учения «Запад-25» с целью отработки действий против НАТО. Аналогичные учения армия Путина провела в конце 2021 года на юге Белоруссии. Вскоре после этого начались боевые действия на Украине. Тогда учения назывались «Запад-21». Что-то сильно там Прибалтика у нас запереживала за свои собственные территории. Сколько они уже, лет 30, да? Может даже больше, говорят о том, что мы на них нападем. А мы все никак не приходим, все никак не нападаем. Еще одна интересная новость. Дальнобойные планы. Украина намерена собирать ракеты, поставляемые Европой, в подземных цехах. Киев в ближайшее время подготовит соглашение с Евросоюзом по производству на Украине дальнобойного оружия. Соответствующее заявление глава киевского режима Зеленский сделал накануне в своем традиционном ночном видеообращении из бункерных апартаментов. Мы готовим в ближайшее время новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. А прежде всего в производство именно беспилотного и дальнобойного элемента. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика, ключевые элементы. Все должны производить мы, объявил так называемый лидер Незалежный. По его словам, проект включает масштабное наращивание мощностей ВПК Украины. А финансирование обеспечат партнеры из Евросоюза. То есть Киев опять рассчитывает на чужие деньги. Куда действительно деваться, если финансирование армии не справляется с потребностями? Перерасход бюджета подсчитали в Верховной Раде. Он уже превысил 400 миллиардов гривен. А тут только за 2 дня, как пишет Легитимный, чтобы отразить массированную атаку России, Украина пустила на ветер $250 миллионов. Такова стоимость ракет ПВО, которые Киев потратил на отражение ударов. При этом источник канала в офисе Зеленского пожаловался, что ситуация с противовоздушной обороной в стране в принципе очень тревожная, поскольку на мировом рынке оружия боеприпасы к ПВО сейчас в жутком дефиците. Ранее британский экономист скептически оценил даже возможности США удовлетворить потребности ВСУ в противоракетах. Хотя Украина, по словам Зеленского, готова заплатить любую сумму за ЗРК «Патриот». Дело в том, отмечается в материале, что Lockheed Martin, которая производит системы Patriot и их PAC-3, увеличивает выпуск до 650 ракет в год. Но это примерно на 100 меньше, чем прогнозируемое российское производство баллистических ракет. А источник в правительстве Украины оценивает, что у Кремля есть запас в 500 ракет. И это только ракеты. К тому же Украина перестала быть приоритетом для США, каким была при администрации Байдена. Поэтому Киеву, возможно, придется разработать новую стратегию выживания на фоне глобальных проблем с вооружением, резюмирует издание. Можно предположить, что амбициозные планы Зеленского по раскрутке европейцев на финансирование беспилотного и ракетного дальнобоя анонсированы именно как часть этой самой новой стратегии. Не очень понятно, правда, что там с первой украинской баллистической ракетой, об успешном испытании которой Зеленский заявлял в августе прошлого года. Детали он тогда не привел, сославшись на секретность. Но говорящая голова его офиса Подоляк позднее объявил, что дальность полета украинской баллистики составляет 600-700 километров. Наладить производство собственных баллистических крылатых ракет Украина планировала в середине 2025 года. Так, во всяком случае, утверждал директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров, который, к слову, не так давно оказался в центре громкого коррупционного скандала, связанного с закупками для Минобороны. Его контора, как выяснилось, не поставила войска оружия на миллиарды гривен. Так что успеет ли он за оставшееся время реабилитироваться и в указанный срок начать выпуск ракет – очень большой вопрос. В Кремле, тем не менее, обратили внимание на планы Киева. И, как заметил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого конфликта. Но остались ли на Украине предприятия, где сохранились необходимые технологии и производственные мощности? Это огромнейший вопрос.